I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим одни из лучших планарных полноразмерных наушников от компании Sandy Audio стоимостью $600. И приходят эти наушники в очень большой коробке, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании, а также здесь указано название этой модели, а именно AIVA 2. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики этих наушников, и за звук здесь отвечает огромный планарный излучатель 97 на 76 мм, чувствительность составляет 96 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Шикарный кабель с коннекторами 3,5 мм и балансным штекером на 4,4 мм джек. Переходник с 4,4 мм на 3,5 мм. Огромный фирменный кейс для хранения наушников. Ну и фирменный мешочек для кабеля. Наушники довольно крупные, весят 420 грамм и имеют открытый тип конструкции. Чашечки выполнены у них из натурального дерева, а оголовье из металла. Но на лицевой части здесь имеется вот такая металлическая решетка с очень таким довольно необычным узором, а тут уже располагается разъем 3,5 мм для подключения кабеля, комплектного, понятное дело. Ну а вот этот регулируемый ремешок здесь выполнен из натуральной кожи и регулируется он вот таким вот образом. Ну, все очень быстро, легко, и под себя подрегулировать эти наушники можно вообще без каких-либо проблем. И причем обратите внимание, что здесь еще имеется надпись Sandy Audio и указана маркировка канала, левый и соответственно правый. Ну и конечно, я считаю, стоит похвалить вот эти супер удобные и очень мягкие амбушюры, где внутри достаточно места, и при использовании наушников вам ничего тут не давит, и их не хочется снять как можно быстрее от того, что ваши уши вспотели или просто банально устали. Амбушюры, ребята, тут реально классные и очень качественные, и к ним вопросов у меня никаких нет. Да и отмечу, что с качеством изготовления и сборкой самих наушников тут все отлично. Все-таки это уже перед нами серьезный и премиальный бренд, прошу заметить. Ну а приобрести планарные наушники Sandy Audio AIVA 2 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Sivga на AliExpress, а ссылка на покупку этих наушников будет в описании к этому обзору. Ну а прослушивал я эти наушники как с плеером Tempotec V3 Blaze, так и с моим новым шикарным стационарным ЦАП-усилителем SMSL C200 Pro, который раскачивает эти наушники вообще без каких-либо проблем и с довольно большим запасом. Хотя, впрочем, и плеер их по балансному подключению вполне тянет, но уже все-таки вот прям на грани, так как эти наушники, друзья, реально очень тяжелые на раскачку. Обязательно учитывайте это перед их покупкой. И для их максимального раскрытия лучше всего отдать предпочтение в выборе стационарных усилителей. Какой-нибудь Steka Topping или SMSL будет к ним в самый раз. И вот звучат SMSL C200 Pro, они реально шикарно. Очень технично, хлестко, динамично, быстро и с просто какой-то безумной детализацией. Причем настолько безумной, что они даже переигрывают в этом плане мои внутриканальные наушники. Да, планарный излучатель, конечно, имеет свой особенный такой узнаваемый тембр, но тем не менее техничность, переходные процессы, импульсная характеристика тут просто ошеломляющая. И когда я одел их первый раз, я понял, да, ребята, это оно. Это тот тип звучания, который мне нравится. И я реально получаю удовольствие от прослушивания. Это именно те наушники, с которыми можно в легкую разобрать абсолютно любой трек или альбом на отдельные части и слои. Причем они даже не напрягаются, делая это. Ну а теперь давайте лучше разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Sandy Audio AIVA 2 – это эталон того, каким должен быть зрелый, техничный и по-настоящему аудиофильский бас. Он не пытается произвести мгновенное впечатление на вас каким-то мощным напором или массой, но с первых секунд становится
становится сразу понятно. Здесь все построено на точности, контроле и глубинной проработке. И бас здесь не просто присутствует, а он ощущается как неотъемлемая часть звуковой картины, встроенная в музыку с филигранной аккуратностью. И так как это планарные наушники, то по скорости они демонстрируют буквально впечатляющую работу излучателя. Атаки моментальные, затухания очень контролируемые, без какого-то там лишнего затяжного послезвучия, и будь то каждый удар, каждое колебание воспроизводится буквально с хирургической четкостью. Но отмечу, что не сухо, так как звук живет, дышит, у него есть вот эта текстура, объем и тактильность. Это именно тот бас, который можно не просто услышать, а как будто бы, знаете, даже потрогать ушами. И в треках уже живыми инструментами все отлично ощущается. От тугого щелчка ударной установки до какого-то там бархатистого давления контрабаса или легкой, едва заметной шероховатости у синтетического саба. И вот такая вот каждая мелочь в этих наушниках, ребята, передается с просто какой-то безупречной точностью и нюансировкой. Но особенно стоит отметить, как бас Viva 2 работает именно с пространством. В отличие от наушников, где низкие частоты образуют просто плотную, но как бы душную стену звука, то здесь бас как будто был встроен в воздух. Он не заполняет сцену какой-то огромной пышной тяжестью, а наоборот оставляет в ней пространство и дает явное ощущение глубины, не перегружая ваше восприятие. И это делает низкие частоты не просто мощными, а выразительными. Они подчеркивают, как музыкальное напряжение формирует вот этот эмоциональный рельеф, но при этом излишне не перетягивают одеяло на себя. Но как по мне, друзья, самое главное, то, что отличает низкие частоты Viva 2, это их интеллигентная и аккуратная подача. Это не бас для тех, кто ищет вот этот басхедный раздутый удар, а это бас для истинных аудиофилов, которые ценят рельеф, текстуру, ясность и очень правильное распределение веса в звуковом поле. В своей подаче он подчеркнуто точный, в меру акцентированный, зрелый и, самое главное, сдержанный, но очень выразительный. И такой бас не захватывает вас, так скажем, сразу с наскока, но чем дольше ты слушаешь, тем больше понимаешь. Вот именно так он и должен звучать. Ну а средние частоты Viva 2 это настоящий пример того, насколько воздушно, чисто и музыкально может вообще звучать середина, когда в основе лежит поистине высококлассный планарный драйвер и очень грамотная настройка. И первое, что поражает при прослушивании, это прозрачность. Сцена как будто бы растворяется, нету никакой перегруженности, никакого давления, а есть только чистый воздух между всеми звуками. Все воспринимается в этих наушниках свободно, легко и при этом просто невероятно точно выстроено в пространстве. Вокал, инструменты, реверберации, каждый слой буквально дышит отдельно. И все это при абсолютно бесшовной и будто бы органичной интеграции. Ну и разрешение, друзья, здесь просто какое-то выдающееся. Детали прорисованы настолько тонко, что просто до безумия. И слышно абсолютно все. До мельчайших нюансов, будь то какие-то интонационные оттенки голоса, текстура струн, нюансы атаки пианино или даже легкое дыхание в саксофоне. Все это слышно здесь и подается с легкостью. И вот этой, знаете, едва заметной непринужденностью, что первое время ты просто находишься, мягко говоря, в шоке. Но при том и планарные переходные процессы тут работают просто великолепно. Атаки быстрые, но не резкие, затухания плавные, но не вялые. Все звучит легко, текуче, живо и даже как будто бы середина движется вот в реальном времени, а не просто тупо воспроизводится. Особенно это чувствуется на акустических инструментах и живых записях, так как именно там есть чувство вот этой естественности, музыкальности и при этом полный контроль над всем происходящим. И подача по тону в этих наушниках, ребята, точно находится ближе к нейтральной, но с очень деликатной и слегка вписанной теплотой. И эта легкая музыкальная окраска убирает из звучания любую стерильность и делает средние частоты не только технически выдающимися, но и по-настоящему комфортными. И даже на высокой громкости середина в этих наушниках точно не утомляет, так как нету никакой крикливости, излишней энергичности, ни напряжения, а только приятное свободное звучание, которое легко слушать часами весь день напролет. Ну и конечно отдельно стоит отметить вот это разделение слоев, так как Viva 2 без труда держит несколько одновременно звучащих инструментов, сохраняя между ними и воздух, и дистанцию. И даже на каких-то суперсложных треках с насыщенной серединой наушники сохраняют кристально чистую структуру. Никакой каши, никакого склеивания, все всегда четко находится на своем месте. И в итоге средние частоты у Viva 2 это настоящая жемчужина для тех, кто ценит музыку не только ушами, но и головой. Она технична,
технично, но душевно, прозрачно, но не холодна, сверхдетально, но при этом, ребята, невероятно комфортно. И именно в такой вот сбалансированной подаче слышится высокий класс этих наушников и та самая аудиофильская зрелость, к которой, я считаю, нужно подходить максимально постепенно. Ну и высокие частоты в Sandy Audio AIVA 2 это тот случай, когда разрешение и частота звучания выходят на совершенно другой уровень. Они безумно детальные и техничные, но подаются с таким уровнем контроля и прозрачности, что не возникает даже намека на переизбыток. Все звучит в этих наушниках легко, воздушно и как будто бы верхние частоты не просто воспроизводятся, а пропускают сквозь себя свет с абсолютной ясностью, без пыли, без зернистости и без искусственного окраса. И каждая мелкая деталь, каждый обертон, щелчок палочки по тарелке или дыхание флейты, все слышно в мельчайших нюансах. Микродинамика здесь работает тонко и точно. И даже тихие, почти незаметные акценты на верхнем регистре не теряются, а подаются буквально с филигранной ясностью, как будто бы под лупой, но при этом сохраняется отличное ощущение естественности в подаче. Но интересно то, что характер высоких частот тут хоть и слегка подчеркнутый, но умеренно, так как тут нет вот этой чрезмерной неприятной яркости или сухости, а наоборот, все построено грамотно с акцентом на выдержанный баланс. Высокие частоты тут как будто бы аккуратно освещают общую звуковую картину, придавая ей ту самую прозрачность и утонченность, без которой звук уже не может считаться по-настоящему аудиофильским. То есть это не искусственно добавленный блеск и, так скажем, не подсластитель звучания, а строго выверенное завершение общей тональности, добавляющее легкость и открытость подачи. Но безусловно технически верхний диапазон в AIVA 2 впечатляет не только по разрешению, но и по скорости. Все звучит быстро, сухо там где надо и плавно там где это реально уместно. Переливы тарелок, послезвучие, окончания вокальных фраз, все передается с буквально изящной точностью. И при этом высокие частоты никогда не пилят, не звенят и не портят нейтральную подачу звучания этих наушников, даже на очень высокой громкости. И я считаю, что как раз таки в этом и чувствуется максимальная зрелость планарного характера в этих наушниках. И в итоге высокие частоты здесь, ребята, не просто как бы плавно завершают подачу, а они ставят словно вот эту аудиофильскую точку в звучании этих наушников. Чистота, прозрачность, техничность, внимание к деталям, все здесь работает не ради эффекта, а ради натуральности и красоты звучания. Это именно тот редкий случай, когда верхняя часть спектра действительно вызывает восторг. Не навязчивостью, а тонкой, интеллигентной выразительностью. Ну и звуковая сцена в AIVA 2 это не просто какое-то широкое или глубокое пространство, а настоящее трехмерное акустическое поле, в котором все дышит, движется и существует с поразительной естественностью. И первое, что поражает, это ширина. Панорама словно раскрыта до краев, с ощущением свободы и открытого воздуха. Образы не зажаты, не сгруппированы просто в центре, а четко расставлены по широкой оси, как будто бы ты оказался не между чашек наушников, а перед большой студийной стеной или на сцене камерного зала. И глубина сцены здесь не просто присутствует, не просто для галочки, знаете ли, а она словно реальная. У вас есть четкое ощущение переднего плана, среднего и заднего, с плавными переходами между ними. Инструменты, так скажем, в этих наушниках не просто приклеены к вашим ушам, а размещены с грамотной дистанцией. Особенно приятно это чувствуется уже на живых записях, где акустика зала как раз таки передается с естественной реверберацией, создающей как раз вот этот должный эффект присутствия вас внутри композиции. И подводя итог, сцена в Sandy Audio AIVA 2 это одно из ключевых достоинств этих наушников. Она широкая, глубокая, трехмерная, с безупречной локализацией, грамотной расстановкой планов и настоящим ощущением воздуха внутри композиции. И это не просто сцена, а настоящая живая акустическая картина, которая делает каждое прослушивание этих наушников максимально вовлекающим. Ну а вывод у меня получился таков. Sandy Audio AIVA 2 это не просто очередные красивые и серьезные планары, а это наушники, в которых каждый аспект звучания, от глубокого, идеально очерченного баса до сверхдетализированных и прозрачных верхов, выверен с безупречным вкусом и буквально инженерной точностью. Их звучание абсолютно цельное, взрослое и музыкальное, без какого-либо выпячивания и без компромиссов. Бас здесь точно не для басхедов, а для тех, кто ценит текстуру и глубину. Середина воздушная, ясная и абсолютно ненавязчивая, а вот верх уже точный, легкий и утонченный. Ну а звуковая сцена широкая, глубокая, с потрясающей локализацией и объемом. И вот это все создает ощущение,
что ты не наушники слушаешь, а словно сам находишься внутри музыки. В общем, Aiva 2 это наушники для тех, кто хочет услышать не просто композицию, а ее архитектуру, структуру и детали. И это максимально зрелый и утонченный выбор, который не кричит о себе, а просто делает свое дело максимально грамотно и точно. И делает это, ребята, просто потрясающе. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был, как всегда, IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.